Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это подробный мастер-класс по пошиву вот такого очень красивого блока. Шьется он несложно, справится даже новичок. Долго тянуть не буду, приступаем. Этот блок называется «Ананас», и при желании в интернете вы найдете большое количество разных вариантов его исполнения. Я имею в виду в цветовом решении. Минимум этот блок шьется из двух цветов ткани, ну а максимума не существует вообще. Лично я считаю, что два цвета в этом блоке это классика, и она мне нравится больше всего. Поэтому я нарезаю полоски в двух цветах. Ширина полоски также может быть абсолютно разной, но лично мое наблюдение, что чем уже полоса, тем интереснее выглядит блок. Вы видите, что я свои полоски выкраиваю с помощью линейки и дискового ножа. Конечно же, это самый быстрый и легкий способ, но также я покажу, что же делать, когда этих инструментов у вас нет. Первое, что нам нужно, это инструмент, которым вы делаете разметку. Это может быть как ручка, так мел, либо же мыло. Также на примере показываю вот такой линейки. Но обратите внимание, что эти линейки бывают разные по ширине. Смотрите, казалось бы, две одинаковые, только в одной 30, во второй 50 сантиметров, и они по ширине разные. Вот, смотрите, да, тут буквально 2 миллиметра, но они есть, имейте это в виду. И если у вас есть такая линейка, то ширина этой линейки вполне подойдет для того, чтобы нарезать эти полоски. Смотрите, я показываю. Здесь ширина 2,7 сантиметра. Бывают такие же линейки до 3 сантиметров. И, как вы уже понимаете, прикладываем линейку, чертим линию и обычными ножницами вырезаем. Что же делать, когда нет такой линейки и в принципе нет линейки, подходящей по ширине вашей полоски? Ну, если вы, например, захотели полоски 4 сантиметра, то вам не подходит ширина этой линейки. Тогда берем абсолютно любой плотный картон, желательно от упаковки, и чем он будет плотнее, тем удобнее и лучше вам будет работать. Отмеряем вот таким образом, то есть берем лекало или что у вас, какие-то у вас есть измерительные приборы, да, делаем ту ширину, которая вам подходит или которая вам хочется. Вот так сделали разметку, соединили линии. Ну вот если, например, у вас такая же линейка, там 2,7, да, но вы хотите 3,5, чтобы были у вас полоски. Делайте шаблон, и проблем вообще никаких. Ну и вот я обычной ручкой провела и ножницами вырезать. И по этому шаблону точно так же на ткани делаем разметку и вырезаем. Все свои полоски я выкроила, они у меня все 3 сантиметра. И количество зависит от того, какой величины блок вы хотите сшить. Все по своим размерам я покажу и расскажу. Начинаем с того, что нам нужно одинаковых два квадрата из одной и из второй ткани. У меня это квадраты 3 на 3 сантиметра. И если бы я, например, взяла полоску 4, у меня бы был квадрат 4 на 4, ну и, соответственно, 5 на 5, если бы ширина полосы была 5 сантиметров. И такой же квадратик из второго цвета ткани. Складываю лицом к лицу и прошиваю. Прошили, отутюжили, либо зафиксировали. Следующий лоскут я накладываю вот так. Смотрите, вот тут мне нужно отступить, я показываю поближе, это важно. Вот так накладываю примерно на величину припуска и прошиваю. Можно срезать сразу, вот так, например. Я срезаю потом, когда уже прошила, но для наглядности. Вот, смотрите, прошиваю. Закрепок я не делаю, так как здесь каждая строчка предыдущая будет перекрываться следующей, поэтому нет смысла делать закрепки. Беру следующий лоскут, также слежу, чтобы вот тут у меня перекрылся припуск.
Можно срезать, можно нет. Прошиваю. И беру еще один. Все точно так же. Но когда мы пришиваем вот этот, мы уже как бы замыкаем наш круг или квадрат, да, и тут нам нужно прошить так, чтобы с двух сторон этот лоскут перекрывал наши припуски. На слух это воспринимается сложно и что-то непонятно, но если слушать и смотреть в экран, то никаких сложностей в этом блоке абсолютно нет. Далее, чтобы пришить все ровно, я показываю детально, но прям так делать, каждый не нужно. Но если вы новичок, вы хотите, чтобы получилось с первого раза, или вы уже пробовали шить этот блок, и он не получился, значит, пересмотрите это видео, и вы точно увидите свою ошибку. Вы поймете, что вы делали не так. Я отмеряю от уголочка ровно 0,5 сантиметра. Это величина моего припуска. Если у вас припуск больше, отмеряйте больше. И смотрите, я опять-таки использую линейку для пэтчворка, но также это не обязательно. Покажу, что делать, когда ее нет. И я вот так совмещаю. Тут вижу, что у меня все ровно. Тут вижу, что у меня все совпадает, все ровно. И просто провожу линии. Но это мы будем делать не на протяжении всего блока, это только в начале, то есть можно сказать, самый центр этого блока мы оформляем именно таким образом. Далее покажу, мы будем делать по-другому. Э, Как бы тем, у кого нет линейки для пэтчворка, мы берем абсолютно обычный треугольник, у которого угол 90 градусов. Точно так же вот по тем меткам, которые мы сделали, прикладываем и прорисовываем сначала вот так 2 линии и затем вторые 2 линии. Также я покажу сейчас, приближу поближе. Смотрите, насколько удобно, может быть даже где-то удобнее, нежели пэтчворк линейка. Вот лично у меня разметка, вот эти, да, разметка совпадает, и я могу просто прикладывать с уголочком и делать разметку. Удобно? Конечно же, удобно. Поэтому линейка для пэтчворка здесь абсолютно не обязательно. Далее по намеченным линиям я срезаю для удобства. Многие этого не делают, но если вы хотите, чтобы точно получилось ровно и красиво, то это лучше сделать. И далее начинаю пришивать следующий ряд уже другим цветом. То есть первым цветом, тем, которым у меня сделан центр. И таким образом я продолжаю, то есть меняю цвет, пришила 4 стороны, измерила, сделала разметку, срезала лишнее, взяла следующий цвет, и все точно так же повторяется. Что важно еще сказать и отметить, сконцентрировать на этом ваше внимание. Пришивайте полоски либо по часовой стрелке, либо наоборот против часовой стрелки, если вам так удобнее. Не пришивайте друг напротив друга. То есть, да, с одной стороны кажется экономия, то есть сначала, экономия времени, да, пришить с одной и с второй стороны, разгладить либо разутюжить, и затем с двух остальных. Но так будет получаться не очень ровно. Когда вы пришиваете по очереди, по часовой стрелке, либо против часовой стрелки, получается точно ровно. Также напоминаю, следите за тем, чтобы начало следующего лоскута у вас всегда перекрывало ваш припуск. Лучше пускай 2-3 мм будет больше, нежели меньше, и вам лучше срезать лишнее, нежели потом не хватит. И таким образом мы дошиваем до тех пор, пока вы не увидите следующую картину, а именно вот такую. Смотрите, когда вот тут у нас уголочки, вот у нас центр, я пришила 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 раз полоски пришиты, и вот тут у нас видны уже пробелы, да? Вот тут
Смотрите, и мы как раз-таки должны уже срезать не вот так, как я говорила, да, отмечать там 0,5 сантиметра, нет. Мы ориентируемся уже на вот эту полоску, которая у нас открылась, которая нам видна. И мы здесь отступаем, смотрите, приближаю 2,5 сантиметра. Откуда они берутся? У меня полоска 3 плюс, точнее минус припуск 0,5, у меня остается 2,5 сантиметра. И именно эти 2,5 сантиметра нам нужно сделать отметку. Если у вас, например, полоски не 3, а 4 сантиметра и припуск так же, как у меня, например, 0,5, соответственно, у вас будет 3,5 сантиметра. Если вы взяли полоски 5 сантиметров, будет 4,5. То есть неважно, ширина той полоски, которую вы взяли изначально, минус ваш припуск. Припуск может быть и 0,6, и 0,7. Все зависит от ширины лапки в вашей машинке. И вот я отмеряю 2,5 сантиметра, и вот тут я делаю разметку. Вот эти уголочки, вот эти треугольнички я и срежу. Смотрите, вот. Сделала разметку и ножницами вот так просто ровненько отрезаю лишнее. Так, что делать тем, у кого опять же нет линейки? Тут все точно так же. Мы берем все тут же наш треугольник с углом 90 градусов. Совмещаем, смотрите, одну сторону и внизу вторую. Вот. Тут у меня тоже так можно ориентироваться. Также делаем разметку. Вот тут можно ориентироваться ниже, да, если у вас меньше этот треугольник. В общем, нужно сделать вот тут прямую линию, точно так же. Вот. Делаем разметку и срезаем лишнее. Пришиваем. Смотрите, тут уже не принципиально, чтобы там оставлять припуск, не припуск, но я все равно люблю сделать запас. Вот тут буквально там 2, 3, 5 миллиметров, как я люблю говорить, я все так шью. Лучше сделать запас, пришить больше и срезать лишнее, нежели не хватит и будет обидно. Все, я пришила следующий ряд, смотрите, все так, точно так же. И так будет продолжаться до конца блока. А блок может быть абсолютно любого размера, но при этом принцип пошива никак больше не меняется. Делаю отметку, отступаю 2,5 со всех сторон и срезаю лишнее. Когда вы сшили нужный вам размер, ну, это, к примеру, вот, например, 27 сантиметров. Он квадратный, ну, мы сейчас сделаем его квадратным. 27 на 27 сантиметров. Теперь давайте посчитаем, сколько полос, сколько рядов я сшила. Вот наш центр. Далее идет, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть 15 рядов. И у меня получился вот такой размер. Сейчас нужно сделать уголки. Вот так прикладываю, совмещаю с одной и со второй стороны. Вот тут смотрю, сколько у меня сантиметров. И также вверху смотрю, сколько у меня сантиметров. То есть какой треугольник, какого размера мне нужно выкроить. Но обязательно выкраивайте с запасом. Особенно именно эти уголки. Почему? Потому что они выкроены по косой. Когда вы их пришьете, могут быть неровности. Поэтому иногда я беру там сантиметр, полтора, ну, если мне позволяет ткань, да. Лучше я, как еще раз 300-500 миллионов раз повторю, лучше я возьму больше и срежу, нежели мне не хватит. Ну и если у вас нет линейки для пэтчворка, точно так же берете самый обычный треугольник, угол 90 градусов и измеряете нужный вам размер. Так как уголочка нам нужно 4, я выкроила просто 2 квадрата, как я говорила, с запасом. Далее черчу вот так линию, провожу. И по этой линии разрезаю. Таким образом сразу получаю 4 треугольника. Далее пришила. Точно так же беру линеечку, либо же треугольник с углом 90 градусов.
выравниваю, ориентируясь на стороны. Обязательно возьмите сантиметровую ленту, промеряйте, чтобы все было ровно, красиво и аккуратно. Ну и вот так выглядит мой готовый блок, который мы с вами только что сшили. Вот так выглядит его изнанка. Именно этот блок я откладываю. Это у меня будет один из блоков. Большой проект я планирую. И в этом проекте не будет ни одного повторяющегося блока. Но параллельно я шила еще один точно такой же, в таком же цвете, в таких же размерах. Ну, точнее, полоски таких же размеров, а сам блок больше. Он в готовом виде 48 сантиметров. И здесь обратите внимание, уголочки светлые, и кажется, что блок выглядит по-другому. Сейчас я постараюсь сделать так, чтобы они оказались в одном кадре. Вот так. Ну и вы видите, да? Смотрите, насколько они кажутся разными, но при этом и одинаковые, да? В общем, тот блок, который маленький, будет ждать большого проекта, а этот большой блок сейчас будет превращаться в прекрасный и удобный коврик. Итак, в качестве нижней ткани у меня такой же хлопок, как и верхний лоскутный блок, лицом к столу. Далее утеплитель. У меня это Slimtex 150 грамм на квадратный метр. Он не боится пара, он не боится стирок, все прекрасно он себя ведет. Можно использовать абсолютно любой, но если используете синтепон или любые утеплители, которые при влажной тепловой обработке дают усадку, то сначала вы его утюжите и только затем делаете стежку. Теперь показываю, как я буду делать стежку. Все очень примитивно. Вот так по квадратам. Вот так. Каждый раз делая закрепку. Здесь уже у нас квадрата нет, поэтому я буду идти вот так. Вот так, так и вот так. Ну, то есть, грубо говоря, швом в стык. Либо это называют швом в раскол. Также какие нитки? Можно подобрать нитки в цвет одной или же другой ткани, но когда вы будете проходить вот эти места, например, если я выбрала бы белую, да, нитку, когда бы я проходила по местам темной ткани, конечно же, ее было бы видно. Поэтому для себя я решила, что буду делать стежку, так как я не хочу на ней делать акцент. Мне очень нравится этот блок без каких-либо стежек, но стежка мне нужна, чтобы это было удобное и полноценное изделие, поэтому я буду делать стежку вот такой мононитью. Несмотря на то, что мононить можно, и я это делала, использовать также и на шпульке, то есть внизу, но этого я делать в этот раз не буду. То есть вниз я ставлю нитки в тон ткани, а вверх мононить, то есть бесцветную. Также вы видите, насколько часто я сколола, и это делать также обязательно, так как при стежке у нас 3 слоя, и чтобы они относительно друг друга не смещались, также не образовывались защипы на изнаночной стороне, то скалываем обязательно, а также не экономим булавки. Далее иду к машинке и делаю стежку. Кстати, на этом блоке также хорошо смотрится и свободная ходовая стежка. По свободной ходовой стежке у меня очень много мастер-классов, и если вы впервые на моем канале, либо же просто не знали о этих видео, то ссылку на плейлист о свободной ходовой стежке я обязательно оставлю в описании под этим видео. Кому интересно, переходите и смотрите. Далее мне остается не так много, но на этом этапе обязательно сделать ВТО. Влажная тепловая обработка – это залог вашего красивого изделия. И мне остается окантовать свое готовое изделие, конечно же, сначала срезать лишнее. Лишнее я уже срезала. Для окантовки я вырезала ленту. Это не косая бейка, так как у меня только углы, у меня нет закругленных, скругленных деталей, поэтому можно кроить как угодно. И ширина 5 сантиметров, заутюживаю изнанка к изнанке пополам
и буду окантовывать. По поводу окантовки у меня есть отдельное подробнейшее видео, как оформить уголок, как пришить с обратной стороны потайным стежком так, чтобы это было максимально незаметно. А я буду пришивать именно ручным стежком, потому что, на мой взгляд, это самый красивый и аккуратный способ. Вот смотрите, я уже пришила к лицевой стороне на машинке. Далее отгибаю, отутюживаю и потайным стежком на изнаночной стороне пришиваю. Для тех, кто не знает, как это делать, возможно, вы совсем новичок, подробное видео, ссылку на которое я обязательно оставлю в описании под этим видео. Переходите и смотрите. И вот мой лоскутный коврик полностью готов. Результатом я очень довольна. Кстати, многие пишут, когда я говорю коврик, все думают, что это для ног. Нет, это не коврик для ног. Ну, тогда бы я, наверное, что-то на обратную сторону другое бы явно ставила. Это коврик для моей швейной техники. Я их периодически обновляю, и я ними активно пользуюсь. Так вот, я очень соскучилась за этим лоскутным блоком, шила я его очень-очень давно. И вот, знаете, прям соскучилась и с таким эм, рвением я его делала, прям класс. И после того, как я сделала 2 блока, вы видели, один поменьше, один побольше, и он мне не надоел, мне хотелось еще, и я обязательно сделаю еще в ближайшее время, но в других цветах. Обязательно покажу это в каких-нибудь швейных влогах. Ну а на этом видео будет подходить к концу. Если оно вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все, всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.